Приветик! Давайте я вас ознакомлю с краткой выжимкой всей информации за последний месяц в мире Age of Empires 2. Причем здесь Лувр? Давайте подведем итоги Warlords 4, какие новые турниры нас ожидают, чем будем заниматься летом. Давайте начнем. Итак, у нас новый мапул выходит сегодня. Не знаю, когда это точно, но разрабы выбрали Аравию, Аренку, Меграндом и Синоты эти дебильные. Окей, какие еще три карты нас ждут в дуэльном мапуле? Это, как вот очень странно, но Мичи, 15% игроков проголосовало за Мичи, это какой-то кринж. Номад будет, отлично. И также будет Land Madness, турнирная карта, которая всех сдолбала. Можем еще посмотреть, что в командном рейтинге. Ну, здесь, в принципе, туда-сюда. Fortress добавится, Coastal Forest и Oasis. Ну, Fortress, в принципе, неплохо. Так, ну что, давайте пойдем немножко дальше, и о чем речь у нас будет идти здесь. Лувр и Эпоха Империи 2 теперь работают вместе в каком-то плане. Тут у них на официальном сайте появилась такая видюшка интересная, и, в принципе, на какой теме не сцепились, это мамилюки. Мамилюки в эпохе Империи 2. И в Лувре будет настоящая выставка. Если кто не знает, то Лувр это, ну, там... Честно говоря, Лувр это, наверное, ну, не знаю, не самый большой музей в мире, ну, один из самых популярных в Париже. И тут прям давайте немножко почитаем. World's Edge и Лувр рады предоставить вам мир мамлюков более широкой аудитории. С 30 апреля, то есть уже давно, до 28 июля Лувр просвещает большую выставку мамлюкскому султанату, прослеживая славную и уникальную историю этой египетской сирийской империи, которая представляет собой золотой век для Ближнего Востока и в исламскую эпоху. И объединяя 260 работ из международных коллекций, выставка исследует богатство этого уникального и малоизвестного общества посредством захватывающей ну, тут перевод сценографии. С момента своего дебюта в 1997 году франшиза Эпохи 2 оставила след в памяти поколений игроков, позволив им пережить историю через разные цивилизации. Так, ну тут какая-то общая информация, кто такие мамилюки, элитная кавалерия, вооруженная ятаганами, их харизма и сила сделали их одним из самых любимых игроков, которых одновременно боятся и восхищаются. Ну, так, блин, и есть, я реально боюсь их. Так, то есть, действительно, в Лувре выставка мамилюков. Давайте посмотрим, какая тут информация непосредственно. Лувр. Тут просто информация для тех, кто не знает, что такое эпоха, что такое Лувр. Может, кто-то реально не знает. Так, ну тут давайте почитаем. Среди них исключительно прямая трансляция из музея, которую проведет Самуэль Эйтьен в сопровождении создателя контента AlphaCast и разработчика Age of Empires 12 июня. Так, кто успеет? Посетители Лувра также получат возможность увидеть эксклюзивные изображения и информацию о мамлюках в эпохе Империи 2, а также специально созданный игровой сценарий для этого случая, воссоздающий знаменитую битву при Айнджалуте и много других сюрпризов. Так, что у нас тут еще есть? Выставка. Соответственно, давайте посмотрим, что за Il y оно. a bien longtemps, enfants des steppes, enlevés à leur famille, ils furent élevés loin de leur pays Ну, это прикольная d'origine тема, то, что et formés à Лувр, да, то devenir есть что-то des мировое guerriers объединяется с d'élite. эпохой, там, Esclaves affranchis, видимо, покажут ils что-то по devinrent les эпохе, soldats les plus а потом redoutables du как-то связано с Proche-Orient. историей. Хотя Мамилюк не знаю, насколько он C'est de leurs armes et жестко de leurs историчный у mains нас в эпохе. que va naître et ici militaire. В Les общем, здесь Mamelouks какие-то contribueront à картиночки, créer un Orient Европа. connecté. Да, ну и где сарацины обитали, Leur наверное. grande Мамлюки. Эта династия произошла от нетрадиционной системы, состоящей из военных рабов, мамлюков. То есть кто такие мамлюки, в общем-то, да? Обычно родом из Турции, затем с Кавказа. Их покупали и захватывали, и затем обучали принципам ислама и военному искусству. Так, ну хорошо, мы кратенько тут пробежимся. В принципе, это все по ссылкам можно прочитать будет. Мамлюки сквозь века. Что нас еще интересует? Что будет праздновать сотрудничество с Лувром и Султанатом Мамлюков? Мы создали новый сценарий, чтобы оживить момент их легендарной истории. Так, у нас тут действительно есть сценарий, который можно скачать и поиграть. Не знаю, не тестил его, так что как-то так. Кто его создал? Какой-то любимый дизайнер компании. Какой-то вот чувак. Ставь игроков во главе мамлюкской армии, когда приближается монгольская армия. Ух ты. Проживите эту монументальную... Ту-ту-ту-ту-ту. В общем, и тут тоже что такие про мамлюков. Ого, ого, ого. Чем они хороши. Ну, тут говорится, что это не совсем прям исторические так мамлюки выглядели. Да.
Хочешь поиграть мамилюками, купи похуй. Так, тут в тройке, в четверке мамилюки. В общем, такая тема. Давайте пойдем дальше, потому что я думаю, интересует вас вот что. Это текущий винрейт наций. Так, ну, соответственно, да, уже у нас, кстати, где-то месяц новый патч, правильно, новые цивы. И китайцы занимают уверенно 59%. Это у нас 600 тысяч игр рейтинговых в 1 на 1. Весь рейтинг, да. 59 и 34% у китайцев, их нужно срочно нерфить. У Рима очень высокий винрейт тоже. Мгм. У третье место. Малай, Викинг, пехотные нации, также и Мали, бургунцы. Посмотрите, Шу даже высоко. Да, это все. Ну, здесь уже на самом деле не такая большая разница, какое место. Смотрим на винрейт. 51-50%. Это все более чем окейшно. Давайте смотреть, что может удивить здесь на самом деле. Очень много, видим, пехотных наций просто доминируют. Ну, как доминируют, все-таки чуть выше. Итальянцы сильно поднялись в последнее время. Так, что здесь? Кельты не так высоко, как можно было бы подумать. Так, ну здесь всякие классические нации идут в серединочке. Сицилийцы не так высоко, даже ниже 50%. Мезоцы вы здесь, славяне очень низко, не знаю, не понимаю, не шарю, франки низко. Так, ну как низко? Ниже среднего это низко, да, чё ж. Остальные нации, окей. Не знаю, как тут оказались португальцы. Так, ну да, британцы очень непопулярны, ацтеки тоже почему-то слабенько идут. Поляки, вьетнамцы, Вьетнам как так слабо, китайцы, окей, ну он сейчас без верблюдов непонятен. Это все низко, понятно, медленные нации, грузины, посмотрите, как упали грузины, даже не 46%, это просто жесть, как просто то, что их скауты не хиляются в феодале, просто их порезало. Джурджиенцы оказались на третьем месте с конца, 45-50. Гурджары очень низко, и Вэй, на удивление, очень низко. Давайте еще пробежимся по рейтингу среди топовых игроков. Здесь, в принципе, да, ну, примерно то же самое, но не совсем. Китайцы аж 62 и 16%, то есть жуткая нация, не знаю, наверное, топовые сеют фермы еще быстрее. Китайцы, смотри, просто зацените, там китайцы в заднице, здесь китайцы топ-2. Вот так вот просто, кхмеры тоже. То есть, видим, фермерские нации, они доминируют. Топы и умеют сеять фермы грамотно. Шу, четвертое место, какого лешего, спрашивается. Вот это прикол. А У, кстати, не так высоко. Вот это интересно, среди 1900 плюс игроков. Ну, тут матчей, соответственно, сколько? Ну, 17 тысяч матчей, это немало. Эта выборка уже такая какая-то. Ну, тоже славяне низко висят. Здесь, в принципе, джурдженцы вообще в мусорке. Вот кто реально мусор, а не Вэй. Вэй тоже, конечно, здесь, в принципе, Сицилы тоже на дне. Что еще интересного? Смотрите, я много в своем телеграм-канале рассказывал про Сэнди Петерсона. Это главный, как бы, разработчик, да, эпохи. Второй, он даже тройку разрабатывал, другие игры. То есть, в принципе, он направлял всю команду, выбирал, какие будут нации, какие будут компании представлены в игре. Не конкретно он писал сценарий, ну вот это вот. И вот он, в общем, ведет свой X-аккаунт, и также он пришел на УЕ-зону, да, которая все еще жива. И здесь он такой создал тред и говорит, давайте любой вопрос спрашивайте, погнали, все отвечу. И он реально на все отвечает. Прям можно любой вопрос задать, и он прям ответит. Алашка спрашивает, что там, а вы думали что-то с чудесами света, что-то прикольное придумать? Что он там сказал? Там? Да, что-то думали, но не придумали. Ну, короче, он прям нормально так отвечает. В принципе, тоже может каждый буквально у него спросить вопрос, и чувак прям на пенсии отвечает на все вопросы. Что еще из интересного? Это у нас, наверное, турнирный рейтинг топов. Хера, конечно же, топ-1 здесь с преимуществом более чем в 100 очков. Лири топ-2 все еще хоть немножко опустился. Ну, он на 4 место занял. Татов топ-3 удерживает неплохо, но он конкурент Херы, наверное, главный. Винчестер топ-4 мира. Это очень высокий показатель, плюс 50-50 поинтов. Можем его даже отдельно чекнуть, как он так высоко забрался. Топ-4 мира турнирного он, по-моему, никогда так высоко не был. Пока оно там грузится, смотрим дальше. Себастьяна он сместил на топ-5, да, Вайпер падает все ниже. Йо, ну Йо как будто бы, да, поднялся, но не сильно. Тут участвуют все турниры, поэтому такое. Джордан, ну, всякие другие пацаны. Ну, Винчестер очень сильно бустанулся, да. Проигрыш Хере стоил ему 2 поинтов. У S7 он забрал, соответственно, 8 поинтов. Аж. У Сито, спасибо, Сито, за 12 поинтов. Да, Сито, конечно, доигрался. Но с Сито мы еще разберемся. Себастьян P4. В общем, очень хорошие результаты и уже топ-4. А это очень важно. Потому что по вот этим показателям могут даже приглашать на турниры. Вот кто-то может сказать, топ-4 сюда. Оп, отлично, все. Это уже минимальный призовой фонд и все такое прочее. Хорошо.
Я думаю, про это мы немножко поговорили. Давайте все-таки пробежимся по Warlords 4. Очень такой турнир неоднозначный, который... Ну, наверное, всегда турнир хороший, когда после него остается много каких-то воспоминаний, от него осталось, да? Но очень такой турнир, который, в общем, много проблем открыл, да? В формате, в игроках, во всех, в админах. Ну, это весело. Ну и много хороших игр тоже было. Так, ну да, все, в принципе, погнали. То есть, в чем вообще суть? Конечно, тут уже все спойлеры, но я думаю, все уже плюс-минус знают. Я могу отметить самые интересные игры, но даже не затрагивая плей-офф, да, то есть, смотрите, квалификации прошли отлично. Отлично прошли квалификации, на самом деле, аж 3 квалификации, у каждого был шанс. В последний вагон вскочил и Даут, и Винч, и прочие ребята. Все нормально в этом плане. Идет групповой этап, 16 игроков. И какие у нас возникают идиотские ситуации? Идиотская ситуация заключается в этом тайбрейкере. То есть, если у игроков одинаковое количество очков, да, точнее, ну, как бы у них одинаковые показатели, то по каким правилам их сравнивают. И в каждой из групп были идиотские ситуации. Первая группа. Здесь была идиотская ситуация, посмотрите. Что делает Фрикинеди в 2 первых матчах? Он ни одной игры не забирает у оппонентов, да, то есть он летит 0-6. Что делает Барлес? Барлес на этих матчах забирает 5 игр, да. Проигрывает Херри 3-2 и выигрывает ее 3-2 тоже, да. Соответственно, у него 5 игр, 5-5 счет был. Но прикол в том, что вот, сравните, 0-6 чувак летит Фрикинеди и 5-0. И если Барлес с любым счетом проигрывает Фрикинеди, он вылетает с последнего места. Как это возможно? Это возможно потому, что учитываются гребаные дебильные матчи между игроками. Это очень тупая система, конечно. Надо было не так делать, наверное, я уверен. То есть Барлес, ну, благо Барлес выиграл 3-0 Фрикинеди, но если бы он проиграл 2-3, он бы вылетел. Это несправедливо. Это точно, потому что должны учитываться матчи с Хера, и зачем тогда? Это нечестно. В общем, матч... Здесь, конечно, очень сложная группа, потому что после 2 раундов у каждого из игроков и победил, и проиграл, но с разным количеством игр. И в конце оказалась очень идиотская ситуация, на самом деле, да, когда в матче Эмбель-Джордан был счет 2-2. И Джордан, если выигрывает матч, он занимает первое место, обходя даже Татаха. А проигрывая матч, он занимает последнее место. Как вы видите, он проиграл матч. Но самое идиотское из этого, что Эмбелю в этот момент было все равно. То есть на последней игре ему было все равно. Ему не важно, он уже был в плей-офф. По-моему, он уже был на 2-м месте. То есть у него нету мотивации. Вы понимаете, это создает конфликт интересов. Джордан может позвонить и сказать, ну, написать в Дискорде: чувак, слушай, ну тебе не надо побеждать, да, давай там... не сильно старайся там, да, ну, можно, то есть, создавать такие условия очень неприятные. И МБЛ может, ну, МБЛ, благо, МБЛ красавчик, да, он принципиальный чел в этом плане, мы его знаем, он выиграет, ему все равно, но это создает неправильную ситуацию. Джордан проиграл, вылетел. Ну, группа очень равная, но ситуация то, что МБЛу нет мотивации, то есть, в 3-м раунде у очень многих не было мотивации вообще. Группа Си, с каждым группой все хуже и хуже ситуация. Группа Си, а в чем тут проблема? Ну, тут, на самом деле, не такая большая проблема была. Проблема была только в том, что не доигран был последний матч, да. То есть, Даута устраивал только счет 3-0, да. Проигрывая хоть одну игру, он уже не может пройти дальше. Он 2-0, ведет, все отлично, и проигрывает 3-ю катку, все. У него, 2-1 он выигрывает, но он не доигрывает матч и сдается как бы. Он написал админам, извинился, админы это поняли, и даже, ну, соответственно, позвали Михая на интервью, потому что, ну, он как бы на самом деле победитель, он прошел в ПЛФ, а да, вот очень сильно расстроился на самом деле, он пытался, но не получилось. Ну, это еще ладно. Но 4-я группа поразила всех, потому что 4-я группа была очень интересная. Винч, да, и Сито, на удивление, выиграли Себастьяна, то есть они проиграли Лири 3-1 оба, и выиграли Себастьяна 3-2 оба. И таким образом Себастьян уже после 2 раундов лишился шанса вообще что-либо играть. Во-первых, матч Лири и Себастьян был абсолютно бесполезен, потому что Лири уже занял точно 1-е место, а Себастьян точно последнее. И Винч и Сито выясняли, кто выйдет, ну, кто на 2-е, 3-е место. Казалось бы, ну, неплохо, ну, в принципе, вот, кто выиграет, тот займет 2-е место, кто проиграет 3-е, отлично. Но проблема в том, что тот, кто выиграет, выпадает на Херу раньше, чем здесь. То есть, грубо говоря, если ты выигрываешь, то ты выпадаешь на путь SSM Хера, а если проигрываешь, Михай, Татох. Вот твои конкуренты. И, конечно же, ты хочешь выпасть на Михай, Татох, потому что они буквально слабее по турнирному рейтингу, да, чтобы дальше пройти по играм, встретиться с Херой уже в полуфинале.
И именно это и сделал по ходу Сито, ну, точнее, он и признался в этом. И это, конечно, Титаник, мы посмотрим даже клип с этим. Так быть не должно. Винч было видно, что все понимал прекрасно, и, в общем, Сито буквально мог... То есть эпоха уже настолько разрослась, что у нее есть уже ставки на игры некоторые, особенно такого большого турнира. Он мог буквально сказать своим челам: так, ставьте на то, что я проиграю 3-0, будет сделано. То есть в любой ситуации, вот Винч Сито, да, на самом деле, есть такая тема, они должны были кое-что сделать, а Винч Сито должны были написать админам и сказать: так, ребята, знаете, у вас какая-то ситуация дебильная, в любом случае нам очень странно играть этот матч. Если я выигрываю, я в худшей ситуации оказываюсь, я выхожу на плохую сетку. Я не должен этого заранее знать. Это ошибка админа, то, что заранее был виден путь. А если я проигрываю, ну, люди видят, что я проигрываю специально или что такое. То есть надо как-то это решать. Ну, никто это не смог прочитать, сделать, не знаю. Ну, Сито, видимо, хитрющий и решил обмануть систему. Ну, он типа обманул. В общем, давайте посмотрим. Тут быстренько уже Винчи победила система, а Сито победил Михая. Было бы интересно, если бы они встретились дальше, но не так все просто, потому что Татах остановил этого Ситоха довольно спокойно и уничтожил это. Отлично. Винч поборолся с Херой. В принципе, достойный результат, но чтобы убить Херу, нужно жестче играть, и даже тому же Татху. В общем, здесь, как обычно, выиграл Хера, уже 12-й Ace-тир турнир подряд. Давайте так, смотрите, самые интересные матчи. Здесь, конечно, у Бардеса Харта был один очень интересный матч, вот этот. Думаю, сделать по ним ролик отдельно. Дальше, здесь были жесткие матчи. Вот здесь 4-3, перевертыш. Йо проигрывает, но выигрывает. Жестко. Здесь, конечно же, Аренка, Хера Татах, невероятно. Йо Лири, никто не верил, но Йо смог это сделать, но в финале уже ничего такого интересного не смог. Ну, там, не смог показать против Херы, да, слишком сильную игру. Как будто бы Йо контрится здесь. Хорошо, давайте побежим дальше, потому что я чувствую уже далеко. Долго рассказываю. Ой, я же ладушку не тягаю, ладушка должна двигаться. Ладно, давайте перебежим уже к другим турнирам. Это Руссо Капы и Тунайтс Капы, СНГ турнирчики. Потому что у нас лето наступило, и новые Руссо Капы есть. Но также сначала у нас Тунайтс Капы, да, были закончены. Это большой турнир от Лекстопа, в котором участвовали не только лишь СНГ игроки, но еще и такие, как SCM и прочие ребята. Так, окей, ну давайте сначала про Руссо Кап все-таки. 6 новых турниров, соответственно, 2 в июне, 2 в июле, 2 в августе. Смотрите, я как бы занимался этими турнирами, да, организацией, сам выбрал форматы. Как я выбрал? У нас будет 14 июня уже в эту субботу укрытие, 10 тысяч призовой от Муна, как обычно, все регайтесь, укрытие 1-1. Но в чем отличие обычно здесь у нас? Все-таки другой формат, Double Elimination. То есть двойная нижняя сетка, где вы не просто участвуете и сразу вылетаете после первого раунда, а уходите в нижнюю сетку. Посмотрим, этот турнир будет идти дольше, но в целом, я думаю, мы управимся в часов 5. Будем попробовать играть так. Да. Дальше. Дальше у нас сильный плюс слабый турнир на кочевнике будет, да. Здесь... Насколько я помню, я тоже ставил Double Elimination, но это у нас в конце июня. Но я перенес сначала не 18, а на 17 по Москве, да. И, соответственно, тоже будет Double Elimination сетка. Не смотрите, что она такая большая, так много команд не будет. Хотя, да. Но все раунды Best of 1, и матч финальный тоже будет Best of 1 без... Best of 3, то есть до одной победы. Преимущество тех, кто будет в верхней сетке, конечно же, в том, что им меньше надо будет играть нижней сетки. Они буквально могут следить за теми, кто играет в нижней сетке и там копаются. Значит, такой формат решил изменить до Double Elimination. Посмотрим, как оно пойдет. Ну, соответственно, давайте другие турниры у нас. То есть Номад, сильный плюс слабый, Городище 1-1, Поляна 1-1, которая была в рейтинге. Думаю, многим понравилось. Потом, в начале августа попробуем провести турнир вообще 3-3, сильный, средний, слабый, на мега-рандоме. Попробуем. Снова в Double Elimination. Тоже по рейтингу, то есть все могут участвовать. И последний вообще я поставил аренку, быстрый старт, 9 крестов старт на аренке. Вот такие турниры у нас на Руссо Капе. Обязательно регайтесь, ссылки все будут в описании. Давайте дальше по Тунайтс Капу пройдемся. Закончился турнир, довольно большой и, я считаю, очень успешный.
Куча команд, разных игроков участвовала, но в финал прошли команда Винчестера и команда антагониста. И с счетом 4-1 команда Винча выиграла. Натренировал он Килота довольно сильно. Ну, в принципе, тут обе команды показали свой уровень. Матч за третье место. Все эти матчи мы стримили. Можно их, в принципе, чекать на ютубе. Где? Много разных команд, участников. 65 тысяч призовой. Это золотой лиги. Но была еще и серебряная лига. Здесь, давайте ее тоже чекнем. Там 15 тысяч призовой. Здесь, конечно, выиграли Снэпи и Сирозалька. Конечно, они дохренище матчей играли здесь. Прям такой вот большой путь. Матч за третье место, кстати, жалко, не был сыгран здесь классиком Про. Они проиграли. Ну что ж, здесь призовой фонд был 15 тысяч рубликов. Так, ну, блин, очень хочется, чтобы такой турнир повторился, потому что это, то есть 2 на 2 турнира в режиме сильный плюс слабый, еще и с международными игроками, то есть, в принципе, довольно интересно. Главное соблюдать баланс. Так, какие у нас еще турниры есть, да? Да, у нас стартовал довольно сразу картографер, 2 на 2 турнир, можно сказать, самый главный международный. Давайте сейчас к нему пойдем. Ну, он стартовал у нас на той неделе. И турнир, насколько я помню, на выбывание. Давайте смотреть. Здесь у нас много команд, и 2 из них СНГ. Это Сальс, Винчестер плюс Classic Pro, да? И насколько я помню... Опа! Silver League Champions. Репорт, Антагонист и White. Ну, здесь всего 2 команды, и уже первый раунд был сыгран. Давайте посмотрим результаты. Результаты Сальс выиграли легко. На самом деле, я не знаю, насколько легко. Насколько я помню, мистер Грин стримил эти матчи. Можно будет чекнуть. Бэт Кала и Виви, китайцы вторые, выиграли 3-0, насколько я вижу, да. И пошли дальше на Let It Happen. И будут они играть, кстати, на самом деле, во время Русаока прямо. Ну ладно, может, мы их посмотрим в записи как-то в воскресенье. В общем, что-нибудь придумаем. Let It Happen — это команда уже высокая. Барлис Дагава. То есть будет жестко. Ну да, матч просто на выбывание. Best of 5. Карты тут довольно интересные, насколько я помню. Разные, куча карт. Но вторая наша команда, она проиграла 3-1 со счетом Амигосом, тоже опытным бойцам. Генджи Валас, скандинавом, играл White Report. Возможно, Антика не хватило, счет 3-1. Выиграли Номад, интересно. Ну, так что остается следить за основным составом сальзов. Это Винч Классик. Дальше пошли, есть серебряная лига. Здесь тоже у нас 2 команды представлены. Ну, по крайней мере, с СНГ игроками. Это Silver League Champions. Ага. Правильно, я забыл. Они упали в нижнюю сетку. Все верно. Значит, они остаются. Репорт, Антики, White будут играть все в нижней сетке. Точно. Отлично. Команда Swag, я не знаю, Dark плюс Т90. Вот это да. Зарегались ребята, будем следить тоже за ними. И еще есть где-то какая-то команда. Где же Русеф Shell? Good Game, Русеф, Good Game и Лама. 2 довольно жестких типа в 1-1, я бы сказал, которые постоянно тренят жестко, и уже 2500, 2600, 2400 у них рейтинг. Посмотрим, что они могут в ТГ. Да вот, что они могут, они 3-0 вынесли каких-то мексиканцев, но дальше их будет ждать уже Wonder Sea. Wonder Sea — это что-то жесткое. Звучит. Monos FedEx. Ну, это что-то нормальное, можно пройти. Здесь смотрим. Swag, да, уничтожили каких-то пацанов вроде бы из Таи, из Гонконга. Кстати, и дальше их ждет Кингстон плюс Мигель. Ну, все, уже жестко начинается. Но где же наши ребята из Silver League Champions? Насколько я их вижу, Silver League Champions против PUB будут играть. PUB, да, это King Boostic и Дэйв Хан. Ну, их надо проходить пытаться. Все опытные бойцы тоже. В общем, будем следить за этим турниром, который будет проходить в июне, 2 на 2. Будем пытаться как-то это все стримить. Так, дальше у нас есть турнир, который тоже тут нежданчиком проходит, но на самом деле проходит к нему квалификация. Это Medieval Masters от Марио Овалия, турнира, от Microsoft, там призовой $10 000. Так получилось, что в нем будет 16 участников в основном ивенте, да. Призовой 10 тысяч, да. Приглашены Хера, Лири, Тата, Хьо, заметьте. Вайпера тут нету. Да, но и 12 проходных мест. Через квалификацию есть игрочишечки. И, естественно, смотрим. Давайте пробежимся по сеткам. Тут у нас Хард будет доминировать, но, видите, проходят 2 участника. То есть Себастьян, возможно, пройдет здесь дальше. Смотрим. У нас Винчестер будет играть с Шикса довольно скоро, не знаю, когда именно. Но здесь у него конкурентов на самом деле сильных нету. Тут Луча, Монос, да, и с Семом он не будет пересекаться, это будет он в другой квалификации.
Дальше смотрим, что у нас еще есть. Имбель, Ника, Вайт, Искан, будет жесткая заруба. И в принципе, теоретически здесь можно и проскочить Никова. Ников игрок все-таки настроение. Захочет убьет Херу, захочет сольет кому угодно. Поэтому здесь, если сильно постараться, Вайду, то можно пройти дальше. Так, репорт на Маргугу, вот это рофлый матч. Вот это вот надо будет матч обязательно посмотреть. Но здесь дальше сидит Барлес, что довольно жестко. Неужели прямо сейчас играют? Так, дальше давайте смотреть. Юпудинки, Ситоху. Опа, все, болеем против Ситоха. И тут у нас есть Джордан. Джордан Михай будет жестко. Видите, Джордан тут у нас не сеянный. И классик Генджи. Так, ну в дуэлька классик должен проходить Генджи, а дальше Капоч. Ой, классик Капоч, пора мстить. Пора мстить за Варлордс. Вот я что скажу. Он не прошел квалу, по-моему, через Капуча. Да, пора мстить. Значит, значит, будем наблюдать за этим турнирчиком. Также еще есть турнирчик. На самом деле, не то чтобы сейчас много куда можно зарегаться обычным игрокам, но мне нравятся вот эти турниры. Лига Алхимиков, сезон уже 7. Почему мне они нравятся? Я в них постоянно участвую. Потому что там не важно, какой у тебя рейтинг. Ты всегда будешь... Там есть как бы общая сетка из, допустим, 16-20 игроков, но ты всегда будешь играть только с теми, кто близок к тебе по рейтингу. И на основе этого, на основе результатов с твоим рейтингом, ты можешь заработать даже призовой фонд. Призовой тут не очень большой, но нормальный, 240 баксов. И вы играете на довольно странных картах здесь. То есть кто-то варит эти карты. Я даже не знаю, в чем тут суть этого 7-го сезона. Но, в общем, можно почитать, зарегаться и попробовать. Там, в принципе, на самом деле, последнее DLC я не покупал. Я его выиграл в этом турнире. Просто, на самом деле, там, я там выиграл типа 15 баксов. Мне чувак сказал, а не хочешь DLC? Я говорю, а хочу DLC. Погнали. Вот так вот. Ладно, я буду, конечно же, в телеграм-канале постить, если какие-то новые турнирчики будут выходить, мы будем этим заниматься. Освещать. Так, ну давайте к последней теме, это лучшие клипы, их насобралось не так мало, погнали угорать. Что у нас произошло за последний, в принципе, месяц? Окей. Погнали. The devs tested this and they thought this was okay? Вайпер бомбит на китанцев. Pastures are Khmer farms, but 2 of them work for 20 wood discount. This is a Teuton farm for 2 vills with 10% bonus income, because why the hell not? Look at his food economy. Of course, I haven't had many vills on food. Проиграл But he has Вайду. more wood. Вайд That's the same на goal. китанцах. And he made like 50 light cap in feudal age. Против Вайпера можно. Yet he hit castle age just, what's the time difference? 2 minutes later. Like who the... Ну он who let театрально this бомбит тут. in through who tested this and thought this was okay? Oh, yes. Действительно. Guess what? The scouts train faster. Скауты They train делаются faster. быстрее. And guess what? Oh, you have range shooters that kill the lancers because I don't have bloodlines? Guess what? My skirms train faster as well. Скирмы даже быстрее делаются. Реально, я этого тоже не осознавал. И скауты, и скирмы делаются быстрее. Это, конечно, кринж. Бешеная экономика. Фермы, которые тевтонские, по дешевизне, которые эффективны, как славянские, которые вот это все супер круто, блин. Охренеть, на самом деле. Так, тут херчик. 43 часа стрима. Типа, погнали. Pro player Micro is very hard to play against. Ну, если кто не знает английский, я скажу. Он говорит, микро-про игроков очень жестко, и против него очень тяжело играть. Намек на что-то. Watch out. И посмотрите. You have to like overwhelm me. I can't. That was literally pathing. That was literally pathing. Не, ну тут реально, на самом деле. Micro in question. Чисто нуб, но на самом деле там реально, он им приказал идти вниз, но они перестроились и попались прямо под эту тему. Мне понравилось, как они все красиво так легли, сдохли. Типа, я сейчас покажу, как надо микрить. Короче, захавал сам себя. Но здесь вообще, блин, вот этот клип, конечно, жестких. Просто я когда его увидел, я в шоке. Просто это невероятно. Это невероятно. Это какой-то такой уровень, смотрите. Сурвайвалист. Что делать Манганельку, смотрите. Еще раз, если кто не понял. Он берет свою Манганель и читает тайминг, что сейчас, возможно, выйдет другая Манганель, и она выходит. Он играет против Хонга. Хонг такой человек, что, типа, конечно, ГГ.
Ну, это жестко, блин. Ну, видимо, не, знаете, у меня такое тоже примерно было. Я чувствую, что сейчас по таймингу должна выйти катапульта. Типа она была где-то там секунд 45 назад. И вот кажется, что вот сейчас она выйдет. И вот эти 1000 игр, это вот в такой, может, прям ГГ. Ну вот это я не понимаю, ну это какой-то кринж. Смотрите внимательно, что вообще делает Сито. Точнее, смотрите его еще на камеру, что он делает. Типа, Мемп смотрит, ну, типа, вот тот самый матч, Винч, Сито. Что он делает, я не понимаю. Куда он смотрит? Зачем он туда смотрит? Что это такое? Okay, okay. Look at the replay, guys. The Warlords 4 replay like if it's a TV show. You know, look. I mean, what the hell? It was open. It was open. It was open all the time. It was open all the time. Сам сел в тюрьму и Something сидит, что-то inside, непонятно. Может, man. это It там was open. задержка Look at какая-то the камеры? Vincent. He's loud like crazy. It И was Сито open такой, all типа, the да time. похер, так и надо. Там вообще открыто, это с одной was вышкой не not нужно. smiling Винч, much, по though. Винчу все видно. Yeah, he's not. Oh my god. Oh my god. Ну, блин, это позор. Это позор, конечно, дикий. Все. Так, Survivalist сломает игру, но это еще фигня. Будет еще лучше. We just. Oh my god, this game is so broken, guys. Игра полностью сломана. Oh boy. Ну, короче, он там как-то застакал рыцарей, что-то Can you кучу imagine всего a попрожимал night и Like that? прошел. Ну, Survivalist умеет читерить, проходить через леса, в общем, он такой умеет. Дальше смотрим. О, смотрите, Херчик. Так, Хера играет против Сема, African Waters карта, и смотрим. It's either Douche or Tower Rush. I'm not sure which one he's gonna go for. Он типа рассуждает. S7, скорее всего, либо пойдет ТЦ-рашить, либо... Ну, у S7 тевтонцы, либо трашить. Я не совсем знаю, что он будет делать. Douche. See ya. Ну, почему ТЦ-раш не работает? And that's how you stop it. You take a sip of water. Попил водички, Give me my point. получил поинты. Ну, почему ТЦ-раш не работает на высоком рейтинге? Потому что на высоком рейтинге люди видят этот ТЦ-раш, садятся крестьянами и сразу убивают только начавшуюся ратушу. Ну, такое не всегда. Возможно, на этой карте просто центр открыт, но в принципе, это близко к истине. Ну, такой клипчик. Даут. Даут момент. Даут на Black Forest. And those boards are really important. Эти кабаны очень важны, Give говорит. me- What? Это очень важные кабаны. О! И у него еще такая реакция смешная, типа, вот. And those boards are really important. Really important. They will give me. What? They will give me... Да. И напоследок, вообще, это next level. Next level. Red фосфору. Как пушить куриц на Аравии. Так, что у нас с качеством? Так и должно быть. Pause here. Recently, I've been testing how to push chickens on Arabia, Следите за курицей. and as I've played with it more and more in my games, I've become confident it will become the meta on chicken maps. So let's talk Он about it. сказал, что это будет метой. Смотрите, что делает. Мы уже пушили куриц под ТЦ, но я не так это делаю. Курицы идут по ТЦ. Ну вы поняли, я думаю, многие уже поняли, в чем смысл. Тут будет большое видео на 9 минут, но в целом, я думаю, вы уже поняли, да? Стройте стенку посередине расположения спавна куриц и пушьте их с одной стороны в другую. И они пытаются оббежать стенку. Есть стенка к ТЦ, добро пожаловать. So let's talk about it. Вот он пушит, курица находит путь и пошла. Да, конечно, это круто. Ну вот такие вот новости у нас сегодня. Но самое важное еще, да, про Русаоки я рассказал, то, что нас ждет, как бы в СНГ, да, по поводу турниров. DLC есть, как бы новых навряд ли сейчас выйдет, хотя, может быть, что-то с сарацинами этим придумает, ну, непонятно, что там эти сарацины, Лувр. Что нас ждет в плане больших турниров вообще в будущем, да? Об этом станет скоро известно, потому что Нили занимается этим, он выпустил календарь где-то там год назад, да? Уже Новый год подходит, новый финансовый год. Он говорил, что весь май он занимался с разрабами, ну, я думаю, со всеми контент-креаторами, да, организаторами туриков, и
обещал в второй половине июня выкатить новый календарь на Новый год, по идее. Кто знает, может будет Red Bull, может не будет Red Bull, может какие-то еще турниры будут. Интересно, скоро узнаем. Потому что сейчас, конечно, проходит Cartographers, проходит вот этот Medieval турнир, но они не очень большие. Там, в принципе, борьба будет, наверное, жесткой, но не супер жесткой. Ну, будем за ним следить, но это больше на июнь, там чуток июля. Ну, а дальше у нас как будто бы пустота, но скоро она заполнится. Ставьте лайк, если такой контент нужен. Думаю его выпускать раз в месяц, потому что, ну, думаю, это оптимально. Вот все. Обязательно пишите, если что думаете, можно улучшить или просто поставьте лайк по-братски. И до новых встреч.